Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні печу пиріг, який з кожним днем стає більш м'яким та смачним. Називається він ботлігський, готується на ніжному пісочному тісті із двома видами начинки. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для теста и для начинки. В пироге две прослойки начинки, одна из орехов. Я беру 50 на 50. Это миндаль и грецкие, но можете взять по своему вкусу какие-нибудь одни. Орехи уже просушены в духовке. И курага. У меня здесь 3 штучки вот такой вот темной. Кстати, из нее начинка получается более яркая. Очень хорошо контрастирует с тестом. Здесь у меня сливочное масло и сахар. Можете заменить сливочным маргарином, но на масле все-таки вкуснее. Тесто замешивается на сметане, жирность подойдет любая, от 15%. И в качестве разрыхлителя сода. Можете заменить обычным разрыхлителем, но на этом я остановлюсь уже в процессе приготовления теста. Займусь в первую очередь тестом, потому что ему некоторое время надо полежать в холодильнике и немного застыть. Добавляю сюда пакетик ванильного сахара и пару щепоток соли. По весу это где-то 1 или 1,5 грамма. Все это хорошо перетираю до полного соединения продуктов, до однородной кашицы. Сразу лопаткой, потом мне понадобится венчик. Миксер здесь не нужен, ничего взбивать не надо, тесто замешивается очень легко и быстро. Но до добавления муки должен полностью раствориться сахар, поэтому немного его перетрите с маслом, потом еще с добавлением яйца, со сметаной, и он полностью растворится, тесто получится более легкое и нежное. Выливаю яйцо и снова все хорошо перемешиваю. Сюда же сметану, у меня она жирностью 20%. Масло и все остальные продукты должны быть комнатной температуры, тогда они легче и лучше соединяются. Собираю все по стенкам и буду замешивать тесто. Но прежде к муке добавляю соду. Здесь всего 2 грамма, это пол чайной ложки без горки. Если замените разрыхлителем, то берите чайную ложку с небольшой горкой, это 5 или 6 граммов. Тоже соединяйте с мукой и хорошо перемешивайте. Сода не будет чувствоваться в тесте, потому что ее здесь не больше нормы. Вот этого количества как раз достаточно, чтобы она хорошо подняла тесто. Сработала вовремя, а не заранее, если бы мы ее гасили уксусом. Поэтому не берите ее больше. Кто гасит уксусом, берут соды больше, где-то чайную ложку. Происходит реакция, все эти пузырьки и газы выходят в воздух, а должно все это происходить в тесте. Поэтому берите 2 грамма, смешивайте с мукой, добавляйте в тесто. Она там обязательно погасится, потому что в нем есть кислая среда, сметана. И в итоге в пироге не будет ни запаха, ни вкуса соды. Муку добавляю просеивая, и здесь у меня пока что 250 грамм. Здесь у меня еще 20 грамм муки. Я ее не добрала, чтобы не забивать тесто. По надобности буду ее умешивать на столе. Поднимаю все с донышка. Вот уже тесто собирается в комочек. Но видно, что оно очень мягкое, влажное и легко размазывается. Поэтому на стол высыпаю ту муку, которую не добрала. Немного оставляю, чтобы сверху подпылить тесто. Вот подпыляю еще сверху. И начинаю вымешивать. Со всех сторон подбираю в середину, слегка придавливаю и аккуратно и нежно вымешиваю тесто. Снова подпыляю коврик. И вот так вот только слегка придавливаю. Песочное тесто не давите, так как дрожжевое, и оно этого не любит. Слегка придавливайте, переворачивайте, снова придавливайте. И вы уже почувствуете, когда муки достаточно, тесто должно остаться мягким, но настолько, чтобы с ним удобно было работать. И учитывайте то, что в холодильнике оно еще застынет и станет плотнее. Вот, тесто уже вымесилось, смотрите, как быстро. Без муки оно немного липкое, но не давите его сильно. Вот так вот слегка придавили, проверили. Тесто мягкое, не очень липкое, месить достаточно. Подкатываю его в жгутик, прокатываю по муке и делю на 3 части. Донышко, я из него буду делать корзинку, отрезаю чуть больше, это 250 грамм. А остальной кусочек делю на 2 половины, это по 180. Миску подпыляю мукой
Каждый кусочек округляю, чтобы его потом легче можно было раскатать в круглую лепешку. Делайте так, как вам удобно. Но подпыляйте тесто, руки, коврик, чтобы оно к вам не прилипало. Вот таким вот образом. Миску с тестом прячу в пакет, завязываю, чтобы оно не обветривалось. И ставлю в холодильник минимум на 1 час. Ну а пока оно выстаивается, я приготовлю начинку. Курагу я хорошо промыла, высыпаю в ковшик, заливаю водой, так чтобы она ее покрыла. Ставлю на небольшой огонь и проварю пару минут, чтобы курага стала немного мягче. Вы же смотрите по своей, она бывает разная, более сухая или наоборот мягкая. Но варить ее долго не надо. Пока варится курага, я приготовлю ореховую крошку. Перебиваю в блендере короткими импульсами, чтобы из орехов не выделилось масло. Чтобы крошка была рассыпчатая и однородная. Отбираю примерно столовую ложку для посыпки пирога, а к этим орехам добавляю сахар. Все хорошо перемешиваю и начинка готова. Если вы будете отдельно брать орехи для посыпки, то лучше берите их не жареные. Курага проварилась 2 минуты и в этом отваре постояла еще тоже пару минут. Немного размягчилась. Сливаю отвар и в таком виде оставляю до полного остывания. Курага еще не совсем остыла, не полностью. Остается немного теплой. Перекладываю в чашу блендера и хорошо перебиваю до однородности. У меня 125 грамм кураги. Добавляю 60 грамм сахара, но его количество зависит от вашего вкуса и от вкуса вашей кураги. Поэтому добавьте сразу грамм 50. Хорошо перемешайте, попробуйте на сладость. В кураге достаточно кислоты, поэтому, возможно, будет мало. Попробуйте и решите, добавлять еще или нет. Итак, откорректируйте начинку по своему вкусу. Выпекать буду в форме для тарта. Форма небольшая, но пирог получается хорошим, и он не должен быть высоким. 3 прослойки теста, 2 начинки. Все это надо сразу откусить, чтобы полностью насладиться вкусом. Ее диаметр по донышку 22 сантиметра, по верху чуть больше 23. Высота бортиков 2 сантиметра. Все начинки готовы. Тесто остыло, пролежало час в холодильнике. Можно раскатывать и делать пирог. Беру самую большую часть теста, ту, из которой я говорила, буду делать корзинку. И начинаю раскатывать, пока этот кусочек маленький, по всей площади в разных направлениях. И вот теперь от середины краешком, чтобы по краям тесто не шло складочками, брыжами. По надобности подпыляйте мукой и продолжайте раскатывать вот так вот от середины краешком в разных направлениях. Старайтесь раскатать именно в круглую лепешку, чтобы не обрезать много теста. Теперь снова подпыляю и переворачиваю гладкой стороной вниз, чтобы по бокам корзинка тоже была гладкая и красивая. Ну, думаю, вот так вот и достаточно. И вот сейчас я уже включила духовку на разогрев, температура 180 градусов. Как только доделаю пирог, сразу же поставлю его выпекать. Вот здесь по стеночкам должен остаться запас сверху бортиков. Но если остается много теста, подтяните вот так вот его в середину. Донышко слегка подтягивайте. Здесь поправляйте, чтобы не цеплялось за бортики. И тесто подвинется. Теперь прохожусь по стенкам, немного придавливаю, вырисовываю корзинку. Не надо его делать тонким, просто пройтись по стеночкам. Вилочку макаю в муку и делаю проколы. Высыпаю сюда ореховую крошку, разравниваю и немного уплотняю. Вот здесь по стеночкам, если она поднимается выше, чем в середине, выровняйте, чтобы слои теста и начинки были как можно ровнее. Беру следующий кусочек из холодильника и снова раскатываю. Видно, что за это время тесто стало плотнее. Если оно у вас отлежится сутки, допустим, приготовите его вчера, а пирог будете делать сегодня, то станет оно еще плотнее и будет еще более удобное в работе. Этот кусочек раскатываю диаметром где-то 23 сантиметра.
И снова так же, сразу по всей площади, а потом от середины краешком. Это вот просто закон, как раскатывать песочное тесто. Подпыляю сверху, оно уже цепляется к скалке. И продолжаю раскатывать. Так у вас и форма получится круглая. И она будет одинаковой толщины по всей площади. Вот так вот достаточно. Здесь уже легко можно перенести руками. Посмотрите, какое удобное и послушное тесто. Тоже подтягиваю его к серединке. Вот таким вот образом. Не придавливайте, а просто вот так вот подтягивайте. Теперь эти краешки соедините с корзинкой. Руки лучше макнуть в муку. Это тесто можно не прокалывать. Нижнее прокалывается для того, чтобы от донышка не шли пузыри. Орехи – это начинка не влажная, так что вот этот вот корж можно и не прокалывать. Так, теперь время кураге. Раскладываю порциями, чтобы легче можно было растянуть по всему пирогу, чтобы не нарушить тесто, не перетянуть его с одного места на другое. Выравнивайте до самых краешков, чтобы из краю пирог был тоже вкусный. Не одно тесто пустое, а вместе с начинкой. И третий корж, хотела руками, скалкой будет удобнее. Так, теперь точно так же. Немножко его подтяну по начинке. Вот так вот приподнимаю тесто и подтягиваю в середину. Теперь скалку укладываю посередине формы, прокатываю в одну сторону и в другую. Дополнительно прохожусь еще пальцами по краешкам, скрепляю шовчик, прижимаю тесто к тесту. И все, пирог полностью готов. И это тесто обязательно надо проколоть. Курага – это влажная начинка, при выпечке она дает пар. Этот пар будет поднимать тесто, вздувать его. Поэтому делаю проколы. Если вдруг при выпечке у вас верхний слой теста поднимается с одной или с другой стороны, надувается таким пузырем, откройте духовку, пусть выйдет первый жар. И не доставая пирог из духовки, прямо там прокалите этот пузырь. Воздух выйдет, тесто осядет и пирог выровняется. Это в том случае, если тесто еще не запеклось. Здесь у меня желток и 2 чайные ложки воды. Хорошо перемешала, можете просто взболтать яйцо. Взять какое-нибудь небольшое. Смазываю пирог. Старайтесь так, чтобы не заливать вот эти вот проколы. Не наливайте яйца много. Сверху, пока желток не засох, засыпаю орехами и ставлю выпекать. Пирог испекся, выпекался он 30 минут при температуре 180 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, как хорошо поднялся. Пирог ровный, красивый. И выпекаю на втором уровне, чтобы хорошо пропекалось донышко и не сильно колеровался верх, не подгорали орехи. Минут на 5 оставлю в таком виде. Потом сниму форму и на решетке оставлю до полного остывания. Ставлю пирог на пиалку, чтобы удобно можно было снять бортики. Вот он просто сам уже отпал. Тесто песочное, в нем достаточно масла, а форма с покрытием, поэтому я ее ничем не смазывала. Но я думаю, песочное тесто не должно прилипать ни к какой форме. Теперь снимаю донышко. Палетку завожу между донышком и пирогом. Аккуратненько, чтобы его не повредить. Все оставляю до полного остывания и только потом покажу, какой он в разрезе. Пирог остыл, но лучше дать ему выстояться, чтобы хорошо при разрезе сохранялись прослойки начинки и теста. Очень мягкий и вот такой внутри. Прослойки теста такие же, как и начинка. Нежное песочное тесто, хрустящие орешки, начинка из кураги. Все это очень вкусно дополняет друг друга. Пирог получается вкусный, ароматный. И с каждым днем становится мягче и вкуснее. Правильно его храните в пищевом контейнере под крышкой или тарелочку с пирогом спрячьте в пакет и завяжите, чтобы он сверху не засыхал и не заветривался.
Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких, наслаждайтесь сами и приятного вам чаепития. Очень надеюсь, что пирог вам понравится, а рецепт у вас приживется. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.